Привет, друзья! Сегодня приготовим настоящий вьетнамский суп фо бо. Ну а прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам подписаться на канал «Шеф готовит». Там вы найдете огромное количество национальных рецептов блюд из мяса, рыбы. Все происходит в красивых пейзажах Дагестана и на берегу Каспийского моря. Ссылочку на канал «Шеф готовит» я оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь на моего друга, передавайте приветы от Тихона и будем вместе готовить вкусные блюда. Когда-нибудь мы доедем в Дагестан и вместе приготовим что-нибудь с ним. Ну а мы переходим к приготовлению фо бо. Это насыщенный суп на говяжьем бульоне. Соответственно, с него и начинается основное приготовление. У меня здесь вот такая вот огромная говяжья кость. Я думаю, что ее лучше попилить, чтобы она больше отдала аромата. Я думаю, такой инструмент в самый раз. Основу для бульона подготовили, теперь дело за овощами. Несколько головок репчатого лука, одна морковка и обязательно имбирь. Но так как Вьетнам долгое время был колонией Франции, они переняли от них некоторые кулинарные традиции, поэтому овощи и кости нужно обжечь, чтобы получить хороший насыщенный бульон. Их нужно подготовить. Лук разрежем напополам. Точно так же разрежем одну морковь. И корень имбиря. Отправляемся обжигать это все на открытом огне. Сейчас произойдет карамелизация сахаров, которые содержатся в овощах, они подпалятся и отдадут максимальное количество аромата нашему бульону. То же самое произойдет и с костями. Вот такого эффекта мы добиваемся. И пока кости еще обжариваются, как раз пойдем разведем печку и поставим казан. Как я и говорил, основа – это хорошая говядина. У меня здесь кости и говяжья голяшка. Отправляем их в холодную воду. И закладываем овощи. На данном этапе от нас больше ничего не требуется, нам остается только ждать. Варится такой бульон минимум 4 часа, а мы потом включимся. Трудно себе представить что-то более вкусное и ароматное, чем бульон, который варился долгое время. У нас на это ушло практически 5 часов. Давайте вытащим овощи, отберем кости и оставим только нежное мясо. Посмотрите, какая красота. Собака будет довольна. Идеальное мясо. И вот теперь бульон можно довести до вкуса. Добавляем соль, балансируем с сахаром и добавляем рыбный соус. Конечно, в идеале еще добавить глутамат натрия, без него азиатской кухни не азиатская кухня, но у меня его сегодня нет. Хорошенько посолить, немного сахарного песка и рыбный соус. Идеальный наваристый бульон из говядины, не какой-нибудь прозрачный, из курицы. Теперь, что касается обогащения вкуса нашего фо бо. Так как его собирают в тарелке, то все ингредиенты подготавливаются по отдельности. И есть такая замечательная заправка в Вьетнаме, которую готовят из настоянного уксуса с чесноком и перцем. У меня есть одна готовая заранее, но я покажу, как она делается. Тем более делается она достаточно просто. Чеснок и чили перец нужно мелко порезать. Добавляем сюда щепотку сахарного песка и немного соли. И заливаем все яблочным или обычным уксусом.
И чем дольше такая заправка стоит, тем вкуснее она становится. Обычно ее подают отдельно к столу, когда подают фобо. И каждый уже сам себе в тарелку накладывает столько чеснока и перца, сколько ему нужно. Уксус уже добавляют по желанию, если не хватает кислинки. И теперь нам нужно подготовить зелень, которую в Вьетнаме едят много, и запарить рисовую лапшу. Специальную плоскую рисовую лапшу для фобо. Вот так она выглядит. Широкие плоские лапшинки. Можно заливать холодной водой и оставлять подольше. Можно заливать горячей водой. Тогда процесс будет быстрее. Что касается зелени, то к фобо подают мяту, зеленый лук и базилик. От мяты нам нужны свежие листочки. Свежий базилик. Обязательно зеленый, не фиолетовый. В Вьетнаме он немножко другой. Больше отдает лимонграссам. Ну, из тех, что есть в России, этот самый подходящий. И перец зеленого лука. И в зависимости от региона фобо подают сырым или вареным мясом. Иногда встречается вариант комбинированный. Так мы сегодня и поступим. На юге готовят с вареным мясом, на севере, где попрохладнее, используют и свежее. Поэтому мы возьмем небольшой кусочек вареной говядины. Просто размять. И немного сырой говяжьей вырезки. В таком случае мясо нарезают очень тонко. В таком случае мясо приготовится максимально быстро, буквально 30 секунд после того, как вы зальете ваше фобо горячим бульоном. А тем временем у нас готова лапша, и с нее можно слить воду. Посмотрите, какая она. Очень упругая, эластичная. И начинаем сервировать к подаче наш суп. Традиционно его подают объемом 800 мл или 1 литр. Огромные порции. В центр укладывается порция лапши. И начинаем выкладывать наполнители. Мята, немного ростков пшеницы, вареное мясо, базилик, сырая говядина, немного зеленого лука. И отправляемся заливать все горячим бульоном, большим половником с пылу с жару. Как я и говорил, в тарелку добавляют немного чеснока, чили, перца. А для того, чтобы добавить традиционную азиатскую кислинку, немного сока лайма. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее пробовать. Как видите, вырезка уже стала серой. Как я и говорил, она полностью приготовилась от температуры нашего бульона. Съесть просто такой суп ложкой у вас не получится. Лапша будет спадать, поэтому вам потребуются либо китайские палочки, либо вилка. Что удивительно, поскольку, опять же, Вьетнам долгое время был французской колонией, вилки там распространены не меньше, чем китайские палочки. Но самое главное в фобо – это, конечно же, бульон. Прекрасно.